Такое ощущение, как будто он поможет. Ремень-то? Да. Ну, а как же? А ощущение, как будто он поможет в Боинге, Airbus. Другое? Мы внутри самолета Че-29 самарского производства. Сейчас Александр нам расскажет процедуру запуска. Так, ну, первым делом включаем подкачивающие насосы. Вот слышно, заработали. То есть они у нас подкачивают бензин до карбюраторов. Ага. Вот, в принципе, то и все. Вот. Бензин подкачали. Дальше обогатители у нас включены. Газ на минимум. Здесь очки газа. Делаем холодную прокрутку. Сначала один двигатель, потом второй. Да. Не оба сразу, да? Второй также делаем холодную прокрутку. Вот обороты показывают, да? Да, вот у нас обороты, давление масла, температура масла, температура головок, температура выхлопных газов. До какой температуры греем? Градусов до 50 прогреем, а дальше уже пилот будет сам догревать. Головок двигателя, это температура масла крайняя. А здесь У нас здесь тоже все дублируется, все показания. А здесь джойстик, здесь кнопки, что-то значит? Там где-то, как где-то, нажимаем на передачи. Вот, и у нас здесь есть триггер руля высоты. Даже отсюда прямо. Вверх, вниз, влево, вправо, назад, вперед. Это понятно. Газ, понятно, левый и правый двигатель. Да, это у нас пожарные краны, то есть если возникает какая-то аварийная ситуация, мы просто-напросто перекрываем подачу топлива двигателей. Ага. Вот это у нас спас-система. Это пульт, да. Грубо говоря, стоп-кран. Вот она там стоит. Вот это пульт. Да, все верно. Аварийный порошок, ручник. А это что такое? А это у нас выпуск и уборка шасси. Она ручная? Да, гидравлика? ручная. То есть вот у нас кран застопорен, растопорен. Сначала мы его поворачиваем, растапливаем. Вот. Если нам надо поднять, мы тянем на себя. То есть шасси поднимается, можно спокойно садиться на воду. Управление лево-право с рулем высоты. Я могу и двигателями управлять на земле. Вот. Могу рулем направления. То есть он синхронизирован с рулем направления. Да. Мостовая балка. А руль направления здесь педалями, да? Педали находятся. Это у нас закрылки. А механизированы они там это... Да. То есть вот если посмотреть, вот у нас сейчас закрылки в полетном положении. Вот у нас первое положение звезды. Вот второе положение посадочное. Сейчас проверим контура на двигателе. Это что значит? У нас система зажигания на каждом двигателе имеет два контура, левый и правый. Вот мы сейчас будем поочередно отключать и смотреть на правый. Вот один контур отключили, у нас падение где-то 50-70 оборотов. Сейчас левый контур отключили. Сейчас правый двигатель также проверим.
автоматически он сам Да, он автоматом. Вот. Несколько режимов. Взлетный режим, где он включает максимальные обороты 5800. Ага. И, соответственно, минимальный шаг получается. Вот и круизный режим. Есть планк, взлетный режим, где он обороты ставит на 5400. Вот в круизе 4700. И поддерживает обороты. Да. То есть за счет шага винта он поддерживает обороты. Включим печку. Давно это надо было уже сделать. Webasto? Webasto, да. А маяк тут есть? Аварийный есть. Кстати, аварийный маяк. Ага. Мы поочередно выключаем контура. Вот один контур выключили. Сейчас будем выключать второй. Все. Также с левым двигателем поочередно. Один контур. Ждем, пока обороты упадут минимальные. Все. Запах Webasto. Начинаем. Чек. Пусть не буду еще продвигать. Что будем делать? Мы сейчас будем летать на прекрасном самолете, который называется Джессика. Джессика. Самолет-амфибия Че-29. Великолепный самолет. Садится где угодно. А погода не страшна, что здесь 0, а там минус и всякое обледенение, да что-то? Ну, конечно, это, наверное, страшно, но я прокатился уже на Соколе на своем, на том самолете. Проверил, что обледенения нет. Поэтому сейчас пойдем на джетике, посмотрим. В конце концов, воды много, всегда сесть можно. Поднимем шасси, сядем на воду, если вдруг что-то произойдет. Поэтому здесь летать очень комфортно, не надо подбирать поля. Я честно признаюсь, я никогда на малой авиации на самолетах не летал. Отлично. Вот она, знаешь, Джессика выскочила. Навигационный компьютер.
вон тут ребята хотят покататься. Ну что, как ощущение? Прекрасное ощущение. Это надо у Вообще. гостя спрашивать. Какие ощущения? Чай мы так